Всем доброго времени суток! Меня зовут Марьяна, и вы на канале «Вкусная еда». Предлагаю рецепт яблочного пирога под названием «Цветаевский». Скорее всего, многим из вас известен этот пирог и его происхождение. Такое название этот пирог получил благодаря русской поэтессе Марине Цветаевой и ее сестре Анастасии. Как гласит легенда, сестры Цветаевы любили угощать своих гостей этим вкуснейшим яблочным пирогом, который всем настолько понравился, что его стали называть Цветаевским. Пирог действительно получается вкусным, нежным и очень ароматным. Если вы еще не пробовали готовить этот яблочный пирог, обязательно заполните этот кулинарный пробел. Возможно, он станет не только вашим любимым пирогом, но и всей вашей семьи. Готовим рубленое тесто для пирога. В большой миске соединяем муку, разрыхлитель теста, просеиваем сухие ингредиенты через сито и хорошо перемешиваем венчиком. Добавляем холодное сливочное масло и рубим муку со сливочным маслом до тех пор, пока продукты не будут напоминать мелкую крошку. Готовить рубленое тесто можно несколькими способами. Перетирая муку со сливочным маслом руками в мелкую крошку. При таком способе работать нужно очень быстро, чтобы сливочное масло не растаяло от теплоты рук. Лучше делать это в перчатках. Можно смешать продукты в кухонном комбайне, рубить с помощью ножа или вот такого очень удобного приспособления, как у меня, специального ручного блендера для рубленого, песочного и слоеного теста. В мучной крошке делаем углубление, добавляем сметану, сахар, щепотку соли и быстро замешиваем тесто. Имейте в виду, это тесто долго месить нельзя, иначе масло растает, пропитает муку и ваша выпечка получится жесткой. По принципу, сливочное масло должно таять при выпечке в духовке, тогда оно будет хрустящим и вкусным. Как только тесто собралось в ком, прекращаем замешивать. Тесто будет немного неоднородное, ничего страшного, так должно быть. Заворачиваем тесто в пищевую пленку или в пакет и убираем в холодильник на 30 минут, не менее. Пока тесто отдыхает на холоде, готовим крем для заливки пирога. В миске соединяем яйца, сахар и ванильный сахар. Взбиваем до тех пор, пока яичная масса не станет пышной и воздушной. Около 4-5 минут. Добавляем сметану, муку, кукурузный крахмал, можно заменить на картофельный, и на низкой скорости миксера взбиваем до гладкой и однородной массы. Заливка для пирога готова. Подготавливаем начинку для пирога. Яблоки хорошо моем, очищаем от кожицы, разрезаем пополам, удаляем сердцевинку и нарезаем тоненькими дольками. Для приготовления цветаевского пирога яблоки желательно брать кислые, так как заливка для пирога у нас будет сладкая. Такой кисло-сладкий баланс придаст пирогу более насыщенный вкус. Перекладываем нарезанные яблоки в большую миску. К яблокам добавляем лимонный сок и хорошо перемешиваем. Лимонный сок добавляем для того, чтобы наши яблоки не потемнели, а сохранили свой изначальный цвет. Охлажденное тесто вынимаем из холодильника, рабочую поверхность и тесто присыпаем мукой. Выкладываем тесто на стол и раскатываем в пласт чуть больше вашей формы. Дно разъемной формы диаметром 22 см застилаем пергаментной бумагой. Для удобства наматываем раскатанное тесто на скалку и переносим в разъемную форму. Тесто хорошо придавливаем к дну формы и делаем бортики высотой примерно 4-5 см. Неровные края теста обрезаем при помощи ножа для пиццы по всему периметру формы. Затем равномерно распределяем обрезанное тесто по всей поверхности дна формы. Готовим посыпку для теста. Сахар соединяем с корицей и хорошо перемешиваем. Посыпаем тесто смесью сахара и корицы по всему дну формы. Если вы не любите аромат корицы в выпечке, то этот шаг можете пропустить. На тесто выкладываем нарезанные яблоки и равномерно распределяем по всей поверхности формы. Яблоки желательно выкладывать не очень плотно друг к другу, для того, чтобы крем смог просочиться сквозь них. Сверху на яблоки выливаем подготовленный сметанный крем. Стараемся равномерно лить крем по всей поверхности пирога.
Перед выпечкой форму с пирогом можно немного встряхнуть, чтобы начинка и крем распределились ровно. Выпекаем цветаевский яблочный пирог в разогретой до 180 градусов духовке приблизительно 50 минут. Если в процессе выпечки пирог сильно румянится, накройте верх формы фольгой и выпекайте до готовности. После выпечки готовый пирог достаем из духовки и перекладываем на решетку. Оставляем яблочный пирог в форме при комнатной температуре до полного охлаждения. Это позволит яблочной начинке немного загустеть. Охлажденный пирог освобождаем от формы, в которой он выпекался, и перекладываем на подходящее блюдо. По желанию посыпаем верх яблочного пирога сахарной пудрой. Нарезаем яблочный пирог на порционные кусочки, завариваем вкусный чай и подаем к столу. Яблочный пирог получается очень аппетитный, с хрустящей основой и просто обалденно ароматной и нежной начинкой. Цветаевский заливной яблочный пирог готов. Приятного вам чаепития! Всем спасибо, что посмотрели видео. Пишите комментарии, делитесь рецептом с друзьями в соцсетях, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик рядом с кнопкой подписки, чтобы не пропустить уведомления о выходе нового видео на моем канале. Мне будет очень приятно.